Всем привет, дорогие друзья, с вами Евгений Чайка. И сегодня мы продолжим узнавать инсайты об игре на трейне у нашего тренера Андрея Блейда Городенского. Матч против Форс мог закончиться провалом, но после проигранной пистолетки Нави взяли Форс и камбэкнули. Поведай нам, как правильно разыгрывать такие раунды. Некоторые стараются что-то поджать, проявить агрессию. То есть, например, поджать Б вдвоем и дать килл. Тоже, там может вообще никого не быть. Чел отсюда сядет, соберет всю информацию и даст информацию, что мы поджали. По этой информации можно выйти на Б или выйти на. Вот, поэтому если брать риск, то он везде как бы может быть оправдан, может быть нет, мы этого не знаем, потому что так сложится ситуация. В любом случае, просто играя обычный дефолт, ты можешь попытаться контролить карту, например, занять вверх-вниз, занять там где-то зону мидла, там под смог, поконтролить зелень здесь, дать на чек, стать на Б и контролить карту. Но в конечном итоге, если терры ошибку не допустят и сделают правильный выход, то, как ни крути, у контролов очень мало шансов. Все очень много зависит от того, что ты тренируешь на праках. Например, Дигл здесь. Если он стабильно дает свой фраг на праках, и он чувствует свою игру, почему это не сделать? Раз играть свою игру. Вот тебе этот фраг, например, думаешь, он там реально часто дает его вверх-низе. Хорошо играть вверх-низе. И сначала полетел один чувак, умер на между, потом второй вышел просто без размена мидл, и опять же, возможно, на мега уверенности сейчас я вас всех перестреляю, я не знаю. И получил лоб. Если к этому относиться так, что типа, ну ничего страшного, в следующий раз помни, не даст голову, тогда это может длиться, ну типа рандом будет на дистанции, и ты будешь играть в такую игру. А можно играть на дистанции более стабильную игру. Какие позиции стоит занимать на ранних таймингах и от чего это зависит? В любой карте есть линия защиты. Это та зона, до которой добегают контры там раньше, чем терры. Вот сюда. Контр добежит быстрее. С хорошим респом там контр добежит быстрее, например, вот сюда. Это сюда, если успеет проскочить, даже его могут не заметить. Там наверх-вниз он успеет. Это будет он здесь, наверное, когда человек будет пикать отсюда. На каждой карте есть свой баланс. И когда делают разработчики карту, они должны это учитывать, чтобы был баланс, и чтобы, пересекая эту линию, Тер не мог создать какое-то сверхпреимущество для своей команды. Поэтому нужно отталкиваться от того, как играют команды в данный момент, смотреть, как они это делают, что они делают, и под это подстраивать свой дефенс. Но если брать тенденции, которые вижу я, то вот часто занимают вверх-вниз, занимают эту зону, многие занимают эту зону, там один из вариантов, да, вот. Есть вариант, когда занимают там вот так, вот так. По-разному играют, вот. Ну вот, основные примеры я показал. Сейчас многие играют с соло-опорником Б-плента. Считаешь ли ты это правильным? Зависит от той модели дефенса, которую команда себе придумала. Того, какие у них сложности в целом на карте. Возможно, у них там проблемы с удержанием какой-то аркады. Возможно, у них проблемы там с какими-то гранатами. Там не хватает каких-то гранат. Тенденции такие, что многие начинают играть с суппортом Зига. Вот, чел суппортит Зига вот здесь. Создает такой баланс, по сути. Он суппортит. Для него перетянуться как бы в Зиг не проблема. Занимает 2-2,5 секунды. У него есть снайперская винтовка АВП. Он может подстраховать, у него дальняя дистанция. Electronic взял много раундов за счет позиции между. Расскажи, в чем секрет такой уверенной игры? Зависит еще от того, чувствует ли игрок там себя комфортно. Чувствует ли он свою позицию, пространство этой позиции, как он двигается, стрейфится, на каких таймингах. Пристреляться к ней очень важно. Вот. Поэтому не каждый здесь может играть. Вот, например, в флейме здесь получается плохо играть. Например, Бумыч там со временем, видишь, подходит, пытается навязать игру в мидле. И его убивают. Потому что это была ошибка. Как ошибка? Его скорее подловили на занимании. Но я не очень фанат того, чтобы занимать мидл отсюда. Считаю, что это легко законтрить тером. Но потом, видишь, Electronic разыграл, ему чувствует позицию хорошо. Дал 2 килла, двигается по карте. Не стоит на одном месте. Хотя энтри дали. Форзы. Electronic поменялся в нашу сторону. На первом раунде допов Перфекто запушил Б, хотя ни разу не аркадил в основное время. Была ли эта инициатива связана с тем, что вы прочитали раш А противника? Нет, если ты имеешь в виду, что ты... Говорит, сейчас будет раш, го его примем. И чел жмет Б, такое не делает ни одна команда, мне кажется, это риск. Нет, он рашил потому, что он хотел зарашить. Во время матча игрок должен принимать решения, те, которые он считает нужными. А уже после матча можно их проанализировать, решить, были они ошибочны или нет, и он получит свой какой-то опыт. Но если он не будет вообще принимать никаких решений, то он не будет эволюционировать
И здесь как бы он принимает это решение, и совпадает это с тем, что они как бы делают раш. Но раш это не очень-то и сильно, не очень-то опасно, я могу сказать тебе, потому что такой раш, как у них, двумя авиками контрится очень легко. При правильных действиях КТ игроков, когда они не теряют фокус и держат концентрацию в плане, держат в уме опасность раша, ожидают его, то это практически невозможно. Только можно не убить. Я не убил там и все. Что ты ему сделаешь? Тоже один из критериев, почему можно проигрывать раунды. Что бы ты ни делал, рано или поздно, так или иначе, моделька встречает другую модельку, которую нужно просто убить. Если ты этого сделать не можешь, какие у тебя не были бы идеи гениальные, это не имеет значения. Стрельба играет здесь ключевую роль, как ни крути. Включаем Егора, посмотри, как он смотрит аркад, да, видишь, он ждет ее. Оп, и промазал. А игрок должен был умереть, этот игрок. Ого, ничего себе. Вот. Его страхует как бы здесь Simple, и Бумыч правильно разыграл, сразу не умер, отошел, потом вернулся и дал 2 килла. Видишь, как он, насколько сложно им атаковать с этим смоком. Я думаю, тяжело, прям. Учитывая, что они сами его кинули. Потушить молик. Много вопросов тут есть. К идее, таймингом. Удивить сменом ритма, темпа. Такое, если честно. Объясни поподробнее, что такое смена темпа и как грамотно ее использовать. На каких таймингах ты занимаешь зоны. То есть ты занимал, например, в минуту 30, а тут ты занимаешь в минуту, например. Ты мог занимать вверх-вниз всегда там, например, 50 секунд. Ты взял, занял его там в минуту. Это все маленькие детали, которые в комплексе, когда команда работает со всей картой, создают давление на другую команду. Идет поток информации, который собирает дефенс у тебя. Психологический немного фактор такой момент, это именно вопрос твоего состояния. Команда находится в конкретном состоянии, соперник, который адаптировался к твоему темпу игры. В любом спорте этот темп есть. Там смена темпа. Именно не скорости, да, именно темп. То, как быстро, в какой момент ты делаешь какие-то вещи, или как ты, насколько агрессивно ты их делаешь, может, ты начинаешь делать их более агрессивно. Другой тайминг. Это именно в комплексе идет. В течение всего раунда ты меняешь темп. Поэтому очень важно за дефенс всегда ловить темп атаки. Когда ты его ловишь, тогда ты можешь ее контролировать. Когда ты ее не ловишь, ты постоянно чуть-чуть отстаешь. И это создает напряжение и стресс. И это очень, кстати, большая проблема для многих команд. Да, команда просто на классе переезжает именно. Наконец-то мы разобрались с трейном. Пишите в комментах разбор какой карты вы бы хотели услышать от Блейда. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто болеет.